света светит светом огня. Звезды прыгают за звездами до меня. Снова едем светом светит светом огня. Звезды прыгают за звездами до меня. В этой схватке даже самый быстрый мир нам не конкурент. Долбоёбы, это комплимент. Нас снимают люди, уловив момент. Попускает рассвет, но вроде того мира больше нет. Самый отрыв на улице, чуть текло. Пальцы сидят на сотках, камеры под завязку потом. Перешел красную линию, пуля в лоб. Вот реальность, welcome to животный мир, сынок. Брат, ты не слаб, мы отступили и скрылись в лесах. Очень аккуратно нужно идти, чтобы правильно выбраться с этих лап. Кто-то говорит, мол, не смогли, надо было положить свои тела. Брат, не слушаем, похуй на нас, каждый решает свои дела. Оля, оля, дальний рубил, гуляй, гуляй, беззаботный мир. Руля, руля, помнил, кого любил. Гуляй, гуляй, за заря и фиг. Снова едем светом светит цветом огня. Звезды прыгают за звездами до меня. Снова едем светом светит цветом огня. Звезды прыгают за звездами до. Друзья, всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас необычное сравнение двух автомобилей. Это Geely Tugela 2022 года, рестайлинг, и Volkswagen Tiguan до рестовой 2020 года, как говорится, из последних партий. И как мы все знаем, в автомобилях последних партий все косяки, которые были в модели, исправлены. Поэтому предлагаю сравнить два этих несравнимых автомобиля. По каким параметрам? Первое, что вы можете купить вместо Geely Tugela, это Volkswagen Tiguan на вторичном рынке. Стоимость у них практически одинаковая, если рассматривать машину 2020 года и первого поколения Geely Tugela, и, конечно же, Volkswagen Tiguan до рест. Также вы сможете заказать Volkswagen Tiguan из Кореи и ближайших стран Европы. Под заказ это будет тоже очень выгодно. Ну и, конечно же, следующий аспект этого обзора: стоит ли переплачивать за рестайлинг Geely Tugela? Ведь мы можем купить актуальную версию предыдущего года, и либо купить уже рестайлинг, но за другие деньги. И стоит ли этого делать, давайте мы с вами выясним в этом обзоре. Также мы поговорим про качество сборки, Volkswagen калужской сборки или Geely Tugela китайской сборки. Кто же из них лучше? Geely Tugela в комплектации Flagship Sport 22 год. Автомобиль комплектуется с 8-ступенчатым автоматом Aisin и 4-цилиндровым двигателем с мощностью 238 лошадиных сил и 350 крутящего момента на бензиновом топливе. Топливный бак 54 литра, но большая горловина, в принципе, может войти даже больше. По расходу топлива Geely Tugela все-таки будет более прожорливым, если сравнивать с Тигуанами. Volkswagen Tiguan у нас 2020 года, и, как мы все знаем, у них конфигуратор, конструктор, и все комплектации вы можете подстроить под себя. Так как мы сравниваем автомобиль БУ, все это будет зависеть от вас, какой автомобиль вы сможете найти более лучший, более богатый или дешевой комплектации, соответственно, в зависимости от состояния. Этот двигатель комплектуется также 4-цилиндровым двигателем, 180 лошадиных сил и 7-ступенчатый робот DSG с крутящим моментом 320 ньютона-метра. Топливный бак 60 литров, и на нем, если вы заправляете автомобиль полностью в среднем смешанном режиме, в таком полуэкономическом, полупробочном, можно проехать в районе 700 километров. Если более экономичном, в районе 800. У Tugela же очень сложно и проблематично проехать экономично. Машина дерзкая, машина управляется великолепно, но и, соответственно, очень быстро набирает скорость. Соответственно, экономичная езда — это не про нее, и в среднем люди
владельцы проезжают 400-450 километров, но уже на других скоростях. Но я сделаю подробный замер на своем канале именно в обычной спокойной езде до 130 км в час, сколько же может проехать автомобиль на полном баке, сколько можно его заправить до полного после отсечки и сколько его получится проехать по дистанции в эко-режиме. Автомобили мы снимаем в зимнее время для того, чтобы показать все-таки, как машины адаптированы под наши условия русской зимы. И, соответственно, давайте начнем с радара. Радар у нас расположен на Geely Tugela очень низко. В принципе, его очень сильно затягивает грязью, но это не беда, потому что беда заключается именно в камере кругового обзора. Удивительно, что в Geely Coolray стоит, как передняя камера может работать в качестве регистратора, здесь такой опции нету, и машина, а точнее камера у нее всегда будет грязной. Посмотрим ситуацию у Тигуана. Да, Тигуан хоть у нас немец, более практичные автомобили от Volkswagen, но здесь немцы не предусмотрели этого момента, и, к сожалению, тоже еще даже ниже сама камера расположена. И, соответственно, владельцу придется делать полировку и для лучшей эксплуатации, наверное, заклеить бронепленкой. В барс-детейлинге они могут это сделать на любой автомобиль. Сам пользуюсь. По оптике вы можете увидеть светодиодную ближнюю и дальнюю оптику, влинзованную, самое главное, у Volkswagen Tiguan. Но все-таки фары могут запотевать, как это видно на правой фаре. Автомобиль не был в ДТП в конкретных, у него только была небольшая царапина на левой задней двери, но у ВАГа, в принципе, мы все знаем, что бывают проблемы с запотеваниями. У Geely Tugela, в принципе, по отзывам практически такого нету, но в самой инструкции написано, что допустимо запотевание фар на какой-то определенный процент и в зависимости от температуры за бортом. Но здесь у нас оптика обычная, рефлекторного типа, две секции светодиодов на ближний и дальний свет. И сейчас вы сможете увидеть разницу в ночное время, как светят два этих автомобиля, и по моим ощущениям все равно никто не сможет переплюнуть линзованную оптику Volkswagen Tiguan. Сам же я владелец Geely Coolray, и я могу точно сказать, что в Geely Coolray ближний свет фар в линзе светодиодный светит намного лучше, чем в Geely Tugela, что до ресте, что в рестайлинге. Geely Tugela. Как мы видим, задние стекла и заднее стекло у нас также запотело, хотя климатическая установка работает адекватно. Лобовое и боковые стекла у нас полностью чистые. Ну, начинаем наш тест, и как раз таки мы видим то, что сейчас оптика у нас включен дальний свет. И все-таки дальнего света нам не хватает. Это не так ли? Как у владельца Тигуана. Нет, как раз он хороший, но ближнего не хватает, да? В дальнем еще более-менее, а ближний случай. Включи ближний. Вообще никакой. Ну да, и туманок у нас также нету. И он очень далеко от машины стоит. Например, Далеко, да. Например, на Тигуане, несмотря на то, что я там туманками не пользуюсь, он намного ближе машины. Ну, по управляемости видно подрыв. Хорошая, уверенная управляемость. Даже в поворотах, но... Как же? Еще на липучке. Да, тут липучка. А по поводу сравнения с роботизированной коробкой на Тигуане? Поплавнее на автомат. Но... Я думал, что автомат будет быстрее. Даже так. Сейчас прям даже страшно. Ну, тормозов не хватило, да, в повороте. Но по поводу климата расскажи. Ну, вот климат сейчас стоит на 22 градуса больше. Машина прохладная. Прохладно. Не должно быть так, абсолютно. В Тигуане у меня стоит 21 градус. Намного. На Тигуане в 22 градуса можно снять куртку зимой, в принципе, комфортно ехать. А здесь уже я бы этого делать не стала. Итак, да, Volkswagen Tiguan, проверка оптики на той же самой дороге. И у нас здесь адаптивный свет стоит, как раз как говорит владелец. Ближний свет, дальний адаптивный, и мы не слепим Да, вот идущие машины сейчас, автомобили. машины в тени, а слева справа и он освещен. А против туманочки включить? Ну, они желтые.
Ну, в принципе, немножко свет прибавилось. По климатической установке трехзонный климат, 21 слева, 22 и 20 градусов сзади на заднем сиденье. Идеально комфортно даже на машине с пробегом. Но если в авто режим включаешь, включается боковая подсветка, чтобы максимально широкий радиус освещения, чтобы было видно. Прибавилось. Дальний свет Volkswagen Tiguan. А если переведем ближний, очень достойный свет. Что у нас изменилось именно у Geely Tugela рестовой? У нас пропали заглушки под противотуманные фары. Теперь сюда сделать противотуманные фары будет довольно-таки проблематично. Придется менять вот этот интересный пластиковый диффузор. Когда в Volkswagen они расположены, они есть, и расположены очень удобно технически, чтобы можно было проехать в туман. Все-таки физику китайцы не смогут никак отменить. Соответственно, по парктронику мы также все видим датчики, но у Тугелы есть забавный нюанс. Задние датчики парковки. Многие владельцы про них говорили, и в принципе проблем нету, но всем владельцам надо знать один самый важный момент про Geely Tugela. Когда вы сдаете задом, вот эти нижние парктроники не видят конусы на парковке, и вы можете в них случайно заехать. Об этом никто не говорит, но отзывы владельцев показывают действительно сам факт, то что сами вот эти парктроники не могут определить дистанцию и определить как объект желтые конусы на парковке. Подкапотное пространство у Geely Tugela. Мы имеем защиту двигателя мягкую, аккумулятор китайского происхождения на 70 ампер часов, 650 пусковой ток и дополнительная шумоизоляция. Давайте мы с вами посмотрим интересный момент по поводу оцинковки. Автомобиль оцинкован частично, оцинковка есть, мы видим FZN. Капот оцинкованный, 100 микрон, а внутренняя часть капота не оцинкована. В этом все китайцы. Давайте мы с вами посмотрим. 33 микрона и также не оцинковано. Мы видим контур-уплотнитель, который реально работает и спасает нас от грязи. Вот грязь вся скапливается, все реагенты. Но учитывая, что все-таки капот не оцинкованный и сюда летят реагенты, вот они мы сейчас увидим, нужно все-таки, наверное, почаще мыть автомобиль, чтобы он сохранил свой вид. И петли сами оцинкованы. В этом китайцы молодцы. Видим два амортизатора. И в целом, наверное, все. У Volkswagen, давайте мы посмотрим подкапотное пространство. Здесь все сделано иначе. Не такой хороший уплотнитель, но я думаю, это из-за того, что локализация на Калуге была. И уже это российские поставщики, наверное, так поставляют на завод. Потому что европейские автомобили все-таки немецкие будут очень сильно отличаться. Мы видим внутреннюю часть капота, она оцинкована. Весь автомобиль у нас оцинкован, в отличие от Тугелы. Видим интересное решение, уплотнение, замок петли с капота и вот такой контур-уплотнитель, не во весь капот. В этом, конечно, сэкономили сами немцы, но в принципе в целом все довольно-таки чистенько. В автомобиле особо не делали никакой уборки. Пробег на автомобиле 32 тысячи километров. И давайте посмотрим. Лонжероны оцинкованы и все внутренности в автомобиле полностью оцинкованы. Чего я не могу сказать про Geely. Стаканы не оцинкованы, лонжероны тоже без оцинковки. Автомобиль в данной комплектации идет без системы старт-стоп, но стоит замечательный, мой любимый Varta аккумулятор на 68 ампер-часов, всего лишь на 2 ампер-часа меньше, с пусковым током 680 ампер. Ну и, как я уже сказал, здесь в автомобиле все оцинковано, и владельцам можно, в принципе, не переживать, даже если какие-то реагенты будут попадать под капотный отсек. Закрываем капот, больше он нам не понадобится. 6,9 секунд до сотни у Тугелы, 7,7
у Volkswagen Tiguan. Но все мы знаем, что Tiguan можно прошить, прочиповать и Stage 2, Stage 3 сделать. Довольно-таки как-то можно побаловаться, но если вы хотите этим заниматься. Сейчас мы сравним автомобиль бэушный, поэтому все будет на ваш страх и риск. Все за ваши деньги вы сможете, в принципе, сделать очень скоростной болид. У Geely Tugela ситуация другая. Чип-тюнинга официально на него нету, но есть фирмы, которые просто подставляют другие блоки электронные от других автомобилей, модифицированные, и только с помощью такого решения можно сделать и программным путем увеличить мощность Geely Tugela. Но вы рискуете гарантией, поэтому 1000 раз подумайте перед тем, как заниматься такими доработками. Автомобиль весит Geely Tugela у нас тонна 815, а Volkswagen Tiguan тонна 760. Грузоподъемность Volkswagen Tiguan 460 килограмм, у Tugela всего лишь 300 килограмм, так же как у Geely Coolray. Мы видим в автомобиле рейлинги, они оба несущие, и на обоих автомобилях можно эксплуатировать багажник сверху. Хотя даже у нас на Tugela есть панорама, но все равно производитель это разрешает с допустимой массой 75 килограмм. По габаритам, что интересно, Tugela длиннее на 110 мм, шире на 40 мм, высота у них абсолютно одинаковая, и колесная база почти одинаковая, и разница всего лишь 23 мм. Дорожный просвет у Tugela 204, у Volkswagen Tiguan 201. Из минусов Geely Tugela транспортировка транспортного средства в качестве фаркопа, прицепа запрещено на данном автомобиле. Он не проходил сертификацию. Когда сам Volkswagen Tiguan разрешает пользователям возить прицепы с допустимым весом, который разрешает производитель. Также автомобили у нас полноприводные. Как я сказал, у Volkswagen 2-литровый мотор, тоже динамичный вполне, но сейчас в обычных стоковых решениях, соответственно, Tugela будет ехать быстрее. Но на оффроуде можно их сравнить, но мы этим сейчас заниматься не будем, потому что сравнение будет некорректно. У Volkswagen шипованная резина, диаметр колес Continental Ice Contact 3 и диаметр колес 18. У Tugela 20 диски и резина Bridgestone. Автомобиль на подвеске, если сравнивать с Tiguan на 18 диаметре колес, все-таки Tugela будет пожестче. Ну и стыки мостов вы будете все-таки ощущать, если едете с большой скоростью, но все-таки подвеска в Geely Tugela, она самая лучшая из всех китайцев, которые, в принципе, мы тестировали. И мы видим по задней части автомобиля вот такой дерзкий настоящий выхлоп, четырехствольный выхлоп на 4-цилиндровом двигателе, слава богу. И на Volkswagen более скромный, но двухствольный выхлоп. В принципе, выглядит очень даже симпатично. Задняя корма у Tugela 160 микрон, 130, 123, 119, оцинковано, 107, 110, 110. Походу было что-то на заводе, дополнительный окрас. Но автомобиль не битый, он полностью новый. Стекла в автомобиле Fuyao, полностью у Geely. Дополнительный дворник задний у нас отсутствует. Тоже стекло Fuyao с обогревом. Здесь же у нас есть дополнительная нить обогрева, которая будет обогревать вам задний дворник Volkswagen Tiguan. И в этом заднем стекле вы сможете увидеть все, что вам нужно. Чего сложно сказать в Geely Tugela. Во всех китайцах стекла задние все-таки маленькие. Здесь еще купеобразная форма, соответственно, в него что-то увидеть, кроме сзади едущего автомобиля, будет сложно. Теперь в рестайлинговой версии Geely Tugela есть обогрев лобового стекла. И это, в принципе, must-have. Стекло Fuyao. Здесь, учитывая, что у нас идет дополнительная локализация в виде удешевления продукции на заводе Volkswagen Калуга. У нас в Калуге расположен стекольный завод Fuyao. Соответственно, они сюда поставляли на некоторые автомобили, которые были локализованы, свои стекла. Но здесь тоже также есть обогрев, и он, в принципе, заканчивается на одном уровне.
Вот здесь заканчивается обогрев на Geely Tugela. И хочу сказать, что у Tugela большой плюс. Зона чистки дворников практически минимальна. И дворники вам очищают большую часть плоскости лобового стекла. И появился наконец-то проекционный дисплей в Geely Tugela Restyling, чего не было в первом поколении. И сразу же мы видим отличия. Мы видим дополнительные рефлектора, дефлектора, водосгоны, которые помогают вам на трассе, чтобы ваши боковые стекла не загрязнялись во время поездки. Здесь же их, к сожалению, они отсутствуют, но есть на Geely Coolray, который стоит дешевле. И также можно увидеть, сравнить. Машина только после мойки Tugela 3 дня не мылась. И сейчас мы также посмотрим ее аэродинамику. Обратите внимание, нижняя часть очень сильно закидала грязью с решеткой радиатора. Сам кузов при этом весьма хорошо сохранился. И грязи даже снизу никакой нету. Но зеркала очень сильно пострадали от грязи на трассе. И мы можем увидеть, что располагаются ниже части остекления на дверях, и получается более лучший обзор. Стекла Duracam маленькие, дальше у нас идут также Fuyao, и опять у нас сравнение. Здесь есть слепые зоны, у Tugela до сих пор их нету, но дополнительное антизатемнение присутствует в зеркалах, вас не будут слепить. Бесключевой доступ второго поколения, сенсорные кнопки на обоих автомобилях. Ну и в целом вот так закидала заднюю часть автомобиля. Ну, вполне себе хорошо. Обогрев лобового заднего стекла также присутствует, но иногда все-таки задние стекла. Климатическая система в данном автомобиле работает не идеально. Здесь приходится либо ее убавлять, саму температуру, либо прибавлять. Сначала автомобиль начинает жарить, потом очень сильно холодит, и климатическая установка, если вы такой же педант, как и я, то лучше выбирайте Volkswagen. Здесь вы поставили 20 градусов, и круглый год вы не будете ничего менять с климатической установкой. Здесь же давайте мы посмотрим нижнюю часть багажника. Багажник оцинкован, имеет 120 микрон. Сравним у Tiguan. По зазорам оба автомобиля в принципе сделаны хорошо, и Tiguan чуть-чуть меньше лакокрасочное покрытие, а также все оцинковано. Открываем багажник Tugela. Камера, кстати, вполне себе расположена хорошо, и она не пачкается сильно. Багажник открывается с ноги, если у вас есть ключ с собой. У меня сейчас ключа нету, также может закрываться с ноги. И мы сейчас можем увидеть крючки в багажнике, 12-вольтовую розетку и вот такие малюсенькие светодиодики по бокам. Дополнительный крючок и лючок под мелочевку. Сабвуфер также установлен в автомобиле. Здесь дополнительная ниша. И давайте мы с вами посмотрим подпол. Хорошо, что у нас подпол имеет одно положение. Вот такая интересная докатка интересной фирмы. Удивительно, что не Linklong. Ну и багажник, лично по моим ощущениям, все-таки не особо хорошей формы, так как все-таки даже коляску вам будет проблематично здесь разместить, вам ее придется разбирать, так как просто вам не хватит высоты для того, чтобы ее разместить. Ну и вот мы можем увидеть сам скос и багажную часть для размещения ваших сумок. Давайте замерим внутреннюю часть багажника. Она 54 микрона без оцинковки. Внутренняя часть крышки багажника также не имеет оцинковки. Петли не оцинкованы. В целом багажник мы закрываем. Высоко он открывается, это большой плюс. Из минусов вот этот дополнительный спойлер, который будет скапливать себе воду. Хорошо, что здесь эта часть оцинкована, но то, что залетает, здесь остается вода, не камильфо за такие деньги, за которые хочет автопроизводитель в 2023 году. У Tiguan есть сервопривод багажника, открытия с ноги нету, багажник чуть-чуть короче, но давайте мы сделаем замер оцинковки.
Да, все есть. Петли оцинкованы. И внутренняя часть крышки также оцинкована. Подпол имеет дополнительные органайзеры, сеточек никаких нету, но мы можем с помощью дополнительных рычажков сложить нам сиденье в ровный пол. Будет идеальный ровный пол. С двух сторон есть эти рычажки, и мы видим направленный свет. Да, производитель тут у нас сэкономил, поставил обычные лампочки накаливания, но всегда можно заменить собственноручно на светодиод. Я, кстати, забыл сказать, что в Тугеле расположен в запаске сабвуфер. А здесь же у нас есть дополнительный Simply Clever от Шкоды. Это фонарь, который вы можете вытаскивать и им пользоваться. Отличное, замечательное решение. 230 вольт розетка, а прикуриватель. И прикуриватель с 12 вольт здесь. Очень здорово. Но, честно вам скажу, для семейной эксплуатации будет выгоднее взять именно Tiguan. Хоть здесь и не такой большой багажник по длине, но он высокий. Всегда можно сложить спинки сидений и привезти что-то крупногабаритное по сравнению с той же Тугелой. Холодильник будет проблематичнее привезти на Тугеле, чем здесь, так как в Тугеле очень покатая крыша. Шторку всегда можно снять, в Тугеле также она есть, и я ее снял только из-за того, что коляска детская не вмещается. Эксплуатировать неудобно. Жалко, что в обоих автомобилях нету складываемой шторки, чтобы можно было положить в подпол. Здесь они выглядят вот именно таким способом. Ну и, конечно, мы видим в Тигуане дополнительное освещение. Вас будет видеть и сзади едущий автомобиль, и, соответственно, для вас есть освещение, если вы будете что-то делать. И дополнительный органайзер в крышке багажника. А также есть кнопка автоматического открытия. Вы изначально... автоматического закрытия, да? Изначально, когда вы подходите с сумками, открываете багажную дверь, нажимаете эту кнопку, и потом, когда вы отойдете от машины, машина сама автоматически закроет багажник. Удобно в целом. Но в Тугеле это реализовано нажатием с ноги, жестом ноги, чтобы вы закрыли с помощью ноги багажное отделение. Автомобиль куплен Volkswagen Tiguan БУ, немножко БУ, с небольшим пробегом. И можно сейчас увидеть, как у нас определяет оцинковку наш прибор Yetari 700 Max. Так как здесь изменилось лакокрасочное покрытие, сняли оцинковку местами, теперь прибор ее не показывает. Вот сейчас можно увидеть, что когда были ремонтные работы, слой оцинковки они все-таки немножко убрали. И давайте посмотрим сам салон. Итак, друзья, а теперь давайте мы посмотрим внутреннюю часть дверей у Тигуана. Они у нас оцинкованы полностью 60 микрон. Здесь производитель, я думаю, сэкономил локально. Дешевый пластик. Спереди у нас расположен более дорогой пластик. И он уже будет у нас проминаться. Мягкий. Здесь мы видим дополнительный контур-уплотнитель и бархоточка, чтобы автомобиль и сохранял шумоизоляционные свойства, и вода никакая не поступала внутрь салона. Здесь уже также есть этот дополнительный контур-уплотнитель, обычная тканевая обивка, все жесткое, но здесь мы видим карпет. Большой плюс, молодцы, что они это сделали. Здесь же мы можем увидеть дополнительные столики для задних пассажиров, подогрев сидений, трехзонный климат для даже задних пассажиров, USB-порт и розетка 12 вольт. Самое очень хорошее размещение. Тканевый салон именно в этой комплектации, но все вы можете сами заказать в ту комплектацию, которую вы сможете найти. Плафон имеет светодиоды, расположен по центру, панорама отсутствует в данной комплектации. Ну, в принципе, салон вот выглядит таким образом. Есть дополнительный органайзер, есть возможность регулировки по наклону, и есть салазки, с помощью которых вы можете вперед-назад двигать заднее сиденье. Итак, Geely Tugela. Мы имеем более богатую отделку, более проминающий мягкий пластик, так как китайцы у нас на этом на всем не экономят. Оцинкованную часть
внутренности двери, да, они молодцы. Дополнительный хромированный элемент на порожек. Здесь никакой бархотки у нас не будет. В Тугеле также есть двухступенчатый обогрев сидений, как и в Тигуане. Но в Тигуане имеется трехзонный климат-контроль. Здесь всего лишь двухзонный, и для того, чтобы включить третью зону, вам нужно включить поток воздуха в средний ряд и в ноги. Есть вот такой вот классный кармашек для открытия задней двери, сделано удобно, но вот это максимальное открытие для того, чтобы открыть заднюю дверь. Честно говоря, не особо большой проем для открытия по сравнению с тем же Тигуаном, который позволяет более крупногабаритным людям попадать в салон. Ну и, конечно, задний ряд сидений намного просторнее, хотя машина вроде как кажется компактнее, но более просторнее, чем Geely Tugela. Очень большой центральный тоннель, но в Ваге, в принципе, тоже он есть. Третий ряд обдува. Обдув для третьего ряда. Имеем USB Type-C, Type-A, твердые задние спинки и дополнительные сеточки. Ну и, конечно же, любимое пособие для хейтеров. Кожа в автомобиле очень хорошего качества. Посадка удобная, но из-за покатой крыши, также мы можем увидеть панорамную крышу. Вот такие с двух сторон используются светодиоды. Все-таки в автомобиле сзади немного тесновато. У задних пассажиров очень удобные подголовники, но и у передних они могут делать ход вверх-вниз и вперед-назад. Благодаря этому очень комфортно даже для высоких водителя и пассажира. Бардачок более богатый в Geely Tugela, но, как говорят задние пассажиры, он коротковат для нас, для европейцев. Все-таки хотелось бы, чтобы он был чуть-чуть подлиннее. Ну, в целом сзади все-таки будет комфортнее и более просторнее в Тигуане, если вы более семейный человек. Хочу показать по конструктиву у Тигуана. Мы видим два контуруплотнения, дополнительный снизу, более пластиковый, и видим снизу здесь самый мягкий уплотнитель. Есть вот эти накладки на арке, и здесь, если вы сейчас увидите, можно разглядеть дополнительный резиновый уплотнитель, чтобы даже когда идет ход кузова, сам пластик не натирал на кузов. Это большая проблема у Geely, как минимум. Geely Coolray, Geely Atlas. Не знаю, как на Тугеле, надо будет проверить эти арки, но ситуация такова, что в Geely Tugela конструктив немножко другой. Во-первых, эти арки начали сами по себе облазить. В новом рестайлинге они стали в цвет кузова, и я считаю, это новый геморрой для владельцев. Вот можно увидеть, как они облазят от хождения самого кузова. Уплотнитель спасает от загрязнения. Пороги у нас всегда будут чистые. Музыка Bose. И снизу вас будут видеть также водители, если вы открываете дверь. Контур уплотнителя также два. С обоих сторон он интегрирован в бок и вниз. Но и он сам по себе мягкий. Но также он будет собирать грязь. И, возможно, что-то будет натирать, если эту грязь не чистить. По сравнению именно с Тигуаном. Потому что здесь у нас постоянно будет пескоструй. И, соответственно, лучше все-таки забронировать заранее пленкой вот эти места, если вы хотите сберечь товарный вид своего автомобиля. Но сам ход пластика неизбежен. И я могу подозревать, что сами вот эти молдинги также могут, и как в моем автомобиле, натереть сам лак автомобиля и образоваться ржавчина, так как сойдет слой цинка. Далее попадает вода, и, соответственно, мы все знаем, как образуется коррозия. Соответственно, в этом автомобиле есть конструктивный косяк, который завод не предусмотрел, в отличие от Тигуана, который сделал даже дополнительные уплотнители в этих местах арки. Ну и вот так вы можете увидеть, как будет размещаться детская люлька на заднем ряду. Соответственно, места все-таки маловато по
ногам, если вот я с ростом 2 метра буду эксплуатировать данный автомобиль. Спинки у нас не регулируются, в отличие от Тигуана. Итак, друзья, давайте сейчас мы окажемся в Тигуане и мы посмотрим, на что способен наш Тигуан. Сразу хочу отметить очень красивую приборную панель. В принципе, с Тугелой они очень даже похожи, именно если сравнивать по разрешению экрана. Автомобиль нарисован красиво, и шкалы, в принципе, можно также изменить. Что прикольно, в самом VAG-группе с помощью дополнительного ОБД вы можете открыть часть скрытых функций. В Тугеле, в принципе, есть, но они немножко по-другому реализованы. Здесь вы можете улучшить звуки динамиков своего автомобиля и, допустим, сделать автоприветствие, поиграться с разными функциями, которые закрыты, и активировать их собственноручно, либо обратиться к специалисту. Volkswagen, он будет показывать реальный, фактический, настоящий расход топлива. В Тугеле на китайцах все-таки он зависит от стиля вождения. Он не может, допустим, если вы едете со скоростью 40 км в час, либо 10 по пробкам, потом резко начинаете ехать по трассе, по свободной трассе 100-130 км в час, он не может адаптировать под вас запас хода и начинает глючить. Соответственно, вы приезжаете потом, когда у вас запас хода 0, по крайней мере так на Geely Coolray, и заправляетесь до полного, у вас оказывается еще 15 литров было в баке. Вот такие вот приколы от китайцев. Здесь же все фактически как есть, сколько есть топлива в баке, столько у вас будет номинально. Руль с автоподогревом. Автоподогрев активируется с помощью сенсора. То есть, соответственно, нужно сделать жест на мультимедийной установке и потом уже активировать, как вам нужно, именно что нужно. Что классно в Volkswagen, всегда, если вы покупаете автомобиль, в принципе, из Европы, из Кореи, должен быть русский язык. Сейчас у нас максимальная температура, и, как я говорю, то, что в Тигуанах, да и вообще в европейских автомобилях всегда работает адекватная климатическая установка. Бардачок имеет микролифт, не имеет карпета, очень объемный, но зато есть регулятор охлаждения. Это большой плюс по сравнению с Тугелой. И, друзья, я забыл сказать самое главное по конструктиву. Здесь у нас дополнительно также есть динамик, как и в Geely Tugela. Обдувы сделаны очень правильно по сравнению с китайцами. На Coolray это главная проблема. Вот он, обдув лобового стекла. Во всю площадь лобового стекла располагается обдув лобового стекла. И здесь вот такой вот малюсенький всего лишь. В принципе, он справляется, но, допустим, на Coolray все-таки очень большая проблема была с обдувом, охватом обдува лобового стекла. Здесь же все-таки немного китайцы изменили конструктив, но... У Тигуана есть накладки с этой части, у Тугелы на металле. И здесь мы также можем увидеть губку, которая располагается у Volkswagen между аркой и дверью. У Geely Tugela точно такая же губка, которая сохраняет всю влагу, а внутренняя часть не оцинкована. В Volkswagen Tiguan есть дополнительная сеточка, очень удобно для пассажира. Глянцевый пластик, немного скрипит, это из-за того, что, я думаю, российская сборка. В целом, я думаю, не беда. Но зимой, в принципе, будет проблематично, да, если все-таки он будет гулять. Здесь у нас мягкие материалы. Очень, в принципе, небольшое по сравнению с Тугелой головное устройство, но зато есть Apple CarPlay и Android Auto, чего нету у Geely Tugela, но можно сделать с помощью способа, который я расскажу вам чуть попозже. И очень нравятся сами настройки. У Тигуана очень много настроек, которые вы можете выводить. Вы можете выводить количество топлива, да и в принципе все нужные бортовые настройки, которые вы хотели бы просмотреть. То, чего нет у Тугелы, да и вообще у Geely. Адаптивный круиз-контроль, управление звуком, переключение треков, но жалко, что все-таки и Tiguan сделали обогрев руля именно через головное устройство, активацию. Руль на 30 тысячах пробегов выглядит идеально, вообще никаких проблем, весьма толстый, черные нитки, ну и в целом
выглядит очень... Руль можно вот так включить, А, а лобовое только через мультиметр. ну да, в принципе, быстро, удобно. А вентиляции сидений здесь нету, если сравнивать именно с Тугелой. Ну, опять же, это, наверное, зависит от комплектации. Здесь есть дополнительный... Вообще не бывает вентиляции. Ну ладно. И 12-вольтовая розетка, 2 USB-порта обычных, AUX, забытый AUX, который мало кто делает. Беспроводные зарядки бывают на Тигуанах? Вот такая интересная ниша. Здорово разместить можно подстаканники, вообще класс. Блин, мне нравится этот автомобиль. И регулируемый подлокотник. Также выезжает назад. КПП имеет матовый пластик, который у вас, в принципе, никак не заляпается. Большой плюс. Шайба управления режимами, которые нужны. Кстати, вопрос. Допустим, я хочу включить вот этот режим. Он уже активировался? Да. Не надо нажимать никуда. А когда ты нажимаешь, вот, ты выбираешь спорт, эко или обычный. А если так? А крутишь, ты выбираешь. И он уже активировался. Снег, дорога. Здорово. Обычный и бездорожный. А это бездорожный настраиваем. Это правильно, потому что в Тугеле, ты когда его выбираешь, ты должен на него нажать на шайбу, чтобы его выбрать. Это сделано на Тугеле не очень удобно. Плюс также, что в данной комплектации нет у нас старт-стопа. И очень большое пространство для водителя. Удобные ручки для водителя и пассажира. Высокочастотные динамики, как в принципе везде. Ну и в целом бутафория, точнее эргономика очень удобно подстроена под наши реалии. Ну и вот тут мы в принципе можем увидеть глянцевый пластик. И за 30 тысяч пробега я здесь не вижу в принципе царапин. Да, мелкие они в принципе могут быть. Но сейчас, так чтобы разглядеть, в принципе, я их не вижу. В принципе, ну, так же, как и в Peugeot Citroën. Они тоже сделают пластик, дополнительно его ламинируют, и от этого никаких царапин не происходит. Так, и давайте посмотрим. Да, есть подсветка у козырька, но сами козырьки из очень дешевого материала, такие же, как в АвтоВАЗе. Есть очечник. Большой, просторный, даже можно две пары разместить. Эра ГЛОНАСС. Ну и вот такие индивидуальные подсветки и зеркало заднего вида с автозатемнением. У Тугелы полностью электрическая регулировки сидения. У Тигуана механические регулировки. Есть массаж. Будет в поясничном отделе для вас массироваться ваша спина. Так, где эта штука? Ну и самое главное, за что люди любят ВАГ, как бы вы ни сели бы, за кем вам будет очень комфортно. Действительно, я вот не регулировал ничего, сижу и здесь очень удобно размещаюсь. То есть, ну, минимальное количество регулировок для того, чтобы сесть максимально удобно по сравнению с китайским автопромом. Потому что здесь также есть у нас атаманка, которая может выдвигаться, и вам будет всегда удобно и классно эксплуатировать автомобиль на дальнике. Есть электрический поясничный упор, но все также будет зависеть от комплектации. У Тугелы тоже есть поясничный упор, вверх-вниз, влево-вправо, полностью электрические регулировки. И давайте мы присядем в автомобиль. Заведем автомобиль. Приборная панель у нас светит минимально. Это ночной режим. Я его так настроил. Включаем автоматический режим, и мы получаем автояркость во всем салоне. Он подстраивает дисплей и подсветку салона под себя. Здесь мы видим лепестки подрулевые, такие же, как у Volvo XC40. Ну и в принципе, как у автомобиля Volvo. Руль из менее, я бы сказал, такого качества, иного качества по сравнению с Volkswagen. Для того, чтобы активировать все подогревы, нужно вызвать шторку на вот этой большой, на этом мультимедийной установке. И включаем обогрев руля, подогрев лобового стекла, форсунок именно из головного устройства. Также мы можем включить вентиляцию сидений, либо подогрев сидений. Греется у нас только подушка. У Тигуана греется подушка и спина, здесь же только попа. Но зато есть вентиляция и вентилируется даже спина. Правильно сделан обдув боковых стекол.
С помощью двух настроек вы можете отрегулировать автоматическое запоминание пассажира либо водителя, кто будет эксплуатировать автомобиль. Ну и когда вы выходите из автомобиля после того, как заглушите автомобиль, не так много места, и когда сидит моя супруга сзади, мое сиденье начинает ехать ем по ногам, задевать ее ноги, и от этого получается дискомфорт. Поэтому опция спорная. С помощью данной кнопки мы можем автоматически открыть багажник, но никакого карпета в нише. Посредственная кожа, но в принципе эта кожа, для Китая это очень даже неплохая кожа. Мы можем увидеть нити обогрева в зависимости от освещения, но в Тигуанах, немцах все-таки она ходит долго и сделана очень качественно. Приборную панель мы можем менять, так же как и в принципе в Тигуане. Но лично мне не нравится эта шайба. Вот мы нажимаем на эту шайбу, у нас появляются режимы, и для того, чтобы выбрать нужный режим, вы должны нажать на нее. Сделано это не очень комфортно. По оптике можно изменить положение фар, сделать их выше, сделать их ниже. В Coolray можно было бы сделать регулировку яркости, но здесь для того, чтобы отрегулировать все, что вам нужно, вам придется залезать в меню и здесь уже менять подсветку. Подсветка на шторке регулирует только головное устройство. Все-таки есть спорные моменты, есть дополнительный проекционный дисплей. Лично я отрегулировал с помощью сидения только со второго раза, со второй день, и отрегулировал так, чтобы мне было очень комфортно. Слепые зоны, как я уже сказал, в автомобиле отсутствуют. Есть камеры 360, в Тигуане тоже есть камеры 360, но они немножко другого, наверное, качества, да? Конечно. Здесь качество именно такое же, как в Geely Coolray, но в Coolray есть возможность включать при поворотнике вот этого ассистента на низких скоростях и на высоких, а здесь они будут работать только на низких. Соответственно, если вы несетесь большой скоростью и не видите какого-то препятствия сбоку, автомобиль вам никак это не поможет сделать в виде подсказки. То есть нет ни слепых зон, ни с помощью камеры он не сможет вас проинформировать о помехе сбоку, сзади. Щетки стеклоочистителя, несмотря что лабаш у нас еще не отогрелся, все равно сами по себе с завода идут не очень хорошего качества. По своем подробном обзоре я объясню почему. Они замерзают и на трассе, поэтому чаще пользуйтесь обогревом лобового стекла фуяовским, либо поменяйте на хорошие щетки в зимнее время, а эти оставьте на летний период эксплуатации. Головное устройство имеет Android 9, но он зашитый. И здесь для того, чтобы пользоваться системой полностью, вам нужно будет обратиться в компанию GMCast. Они единственные, кто могут поставить, разблокировать загрузчик, сделать голосовое управление с помощью этой кнопки. И даже можно будет запускать Яндекс.Навигатор и Яндекс.Музыку отдельно на двух экранах. И выводить часть изображения, допустим, YouTube на приборную панель. И по материалам сделано все очень даже хорошо. Скрипы минимальные, хоть здесь также используется пластик. По бардачку в автомобиле есть карпет, в отличие от Тигуана. Но бардачок, если вы открываете его зимой, ничего в автомобиле не прогрет, он издает такие необычные, микролифт издает необычные звуки, скрипа, скажем так. Рычаг у Тугелы выглядит таким образом. Удивительно, что здесь нету никаких дополнительных кнопок, в отличие от того же Geely Coolray. У нас нету ни автопарковки, что есть в Тигуане. В Тигуане есть автоматическая парковка. Вот так выглядит ключ от автомобиля. Дистанционный запуск он не имеет. Тигуан может Тигуан может идти с дополнительным запуском, Webasto, к примеру. Есть автохолд, электронный ручник, подсветка рычага КПП. В Geely Coolray идет такой же рычаг, но без подсветки. Ну и в целом вот такая климатическая установка, которая очень-очень работает спорно. Сейчас 20 градусов, идет холодный воздух, хотя должен быть по факту слегка более теплый. Иногда бывает на 20 работает очень горячий воздух. Потом, когда вы отрегулировали воздух, едете в течение часа,
вам становится холодно. Вы крутите до 24, также прохладно. Докручиваете до 26, и происходит более теплый воздух, но потом достаточно выключить двигатель, запустить его заново, 26 градусов останется, и машина будет прям пекло. Возвращаетесь до 20, пекло будет еще идти некоторое время. Ну, в общем, система климат-контроля еще сырая в Geely во всех моделях. Что на Geely Coolray адское пекло, здесь наоборот местами даже холодно. Динамики Bose, звук в принципе на хорошем уровне. Тот же самый трек на Geely Tugela, как работает музыка Bose. Друзья, пишите в комментариях, где лучший звук. Лично мне кажется, в Тигуане. Штатный звук в Volkswagen Tiguan. Жалко, что все-таки частично вам придется на обоих этих автомобилях пользоваться меню с сенсорным экраном для того, чтобы пользоваться теми же подогревами, либо активацией подогревов руля и всего прочего. В автомобиле есть подсветка, которую мы сейчас просто не увидим из-за того, что сейчас светло. Ну и в целом она продлевается даже в этой части. Лично мне сидеть поначалу было некомфортно, но я нашел для себя удобное положение, отрегулировал поясничный упор и нашел, в принципе, более хорошее решение. Но теперь я для того, чтобы видел проекционный дисплей, мне нужно немножко уменьшать посадку, чуть-чуть наклониться назад для того, чтобы я его видел. Хотя я его отрегулировал с помощью настроек, которые у нас есть. Козырьки из более приятного материала по сравнению с Тигуаном. Есть подсветка, но тут такие же козырьки, как в Geely Coolray. Что на Тигуане, что здесь, мы не сможем сделать дополнительные секции, чтобы у нас закрывались наши боковые зеркала. При этом в Манджаро у нас отсутствует регулировка ремня. Здесь он, слава богу, присутствует, данная регулировка. Итак, друзья, ну что вы скажете, какой автомобиль выбрать сейчас, в 2023 году? Автомобиль на гарантии Geely 4 миллиона 300 рублей в комплектации, которую я сейчас вам показал, флагшип спорт. Либо за 3 300 мы можем купить либо подержанный Volkswagen Tiguan, либо с очень маленьким пробегом, может быть даже чуть дешевле, чуть дороже, в зависимости от конфигурации, так как здесь есть дизель, на котором вы точно сможете проехать 1000 километров, чего сложно будет достичь на Geely Tugela. И, в принципе, за те же деньги, в районе 3 миллионов, так как, в принципе, Tugela на вторичном рынке стоит в районе 3 миллионов 3 300 2020 года, до реста. Но в ресте не так много изменений, которые, в принципе, могли бы дать дополнительную стоимость в миллион за то, что можно было бы переплатить. Поэтому, друзья, напишите в комментариях, что вы думаете, какой же автомобиль купить с точки зрения выгоды. Потому что Tugela — это автомобиль, как я являюсь владельцем Geely, автомобиль на гарантии до 60 тысяч километров на основные узлы. Потом у вас остается гарантия на ЛКП от сквозной коррозии, двигатель и коробка. В целом все основное идет до 60 километров пробега, с 60 тысяч. С чем может столкнуться владелец Geely? Привода, они у нас очень часто выявляется брак. Амортизаторы, тормозные диски, здесь все-таки они не очень хорошего качества, и для того, чтобы хорошо тормозиться, вам придется заменить тормозную систему, либо стоковых тормозов хватит на 2-3 торможения экстренных. Потом просто поведет тормозные диски. В дальнейшем проблемы климат-контроля, дорогие фары, дорогое обслуживание в районе 50-60 тысяч. Это, в принципе, крупные ТО. В феврале 2022 года цены даже на
ТО-4 на Тугело были в районе 60, на ТО-9, как и у Geely Coolray, они стоили под 100. Поэтому цены очень сильно варьируются. Обслуживание автомобиля каждые 10 тысяч, 6 литров масла, масло 0 В20. Дилер льет не особо качественное масло фирмы Lopal. Поэтому, друзья, все в ваших руках. И 1000 раз нужно подумать, что же все-таки купить. Автомобиль на гарантии Geely Tugela за большой прайс и с сомнительным обслуживанием, потому что дилеры чаще всего говорят, что все конструктив, все хорошо, никаких проблем нету, все владельцы просто сильно придираются к китайцам, хотя мы просто видим моменты, которые есть в этих автомобилях, потому что мы сами на них ездим. Либо купить автомобиль БУ, либо привезти из Европы или Кореи следующее поколение. Там, в принципе, можно подгадать в те же деньги, потому что та Дельта, она очень универсальная, и, в принципе, автомобили можно купить за 3,5 миллиона. Что Тугело можно привезти из Китая, что-нибудь из немецкой группы можно привезти либо из Китая, либо из Кореи. Все будет зависеть от вашего бюджета, хотения и ваших надежд. Данный же автомобиль уже не имеет никакой гарантии. 3 года изначально давал производитель на данный автомобиль гарантию. Сейчас уже 23 год. И, соответственно, автомобиль можно только обслуживать в каком-нибудь клубном сервисе, для того, чтобы получить хорошее качество выполненных работ. В целом можно привозить свои расходники, покупать нужное масло и делать ТО в каждые 15 тысяч километров пробега. И, я думаю, этот автомобиль пройдет не 100 тысяч километров. И при этом никаких проблем не должно быть с этим автомобилем. Ну, самое главное, уход за любой техникой, которая вы пользуетесь. Друзья, спасибо большое за просмотр. Всем огромной удачи, здоровья и до скорых встреч. Пока!